В этом видео при помощи эпоксидки мы отреставрируем вот такое старое кресло. Не надо ничего реставрировать. Вот просто стряхни пыль, присаживайся. Я покажу что-то интересное. Родной, мы сюда работать приехали. Террористы захватили 2 русских ученых в Триполи. Наш долг — вытащить их оттуда. Валить отсюда надо, иначе сдохнем. Я родину люблю. Вообще, это кресло очень давно пылится в гараже, но у меня не поднималась рука его выкинуть, а на реставрацию, как всегда, не хватало времени. Каркас и ножки сделаны из массива дерева, и даже спустя 40 лет в отличном крепком состоянии. Чего нельзя сказать о подлокотниках. Шпон отслоился, и время взяло свое. А мы забираем свое, осталось только добраться до него, чем я и занимаюсь. Хочу отдать должное советским дизайнерам, так как даже спустя 40 лет это кресло выглядит актуально. Конечно же, благодаря его классической модели. Разбирая старую мебель, я не перестаю удивляться. К примеру, в этом кресле еще на производстве использовалась резина, которую вырезали из автомобильных камер, а вся обивка прибита гвоздями вручную. Видать, со степлерами был дефицит. Вообще, очень интересное занятие, чем-то смахивает на археологию. Понятное дело, что за 40 лет дерево и клей сильно усохлись, и соединения ослабли, поэтому разбираю весь каркас и заново проклеиваю его. Благо, все детали уже подогнаны и отлично приняли форму за все это время. А главное, можно быть уверенным, что все деревянные детали не поведет и не покрутит, так как для того, чтобы полностью высохнуть, у них было достаточно времени. К слову, вот столько скоб от ручного степлера пришлось достать. На следующий день, когда клей высох, я шлифую каркас. Ножки я также попытался шлифовать, но понял, что они покрыты тем самым знаменитым советским лаком, который вы можете наблюдать на всем знакомом стол книги. В общем, снимать такой лак — это большая проблема. Именно поэтому я применяю специальную химию, которая без проблем позволяет убрать шпателем любой лакокрасочный материал. Купить такой состав можно в строительном магазине. Очень удобная штука, особенно если вам предстоит иметь дело с советским лаком. Старая ДСП, которая являлась заглушкой на спинке, также пришла в негодность, поэтому я выпиливаю новую и слегка скругляю края. И наконец переходим к самому интересному. Поскольку подлокотники также вышли из строя, я решил сделать новые и немного видоизменить их. Для этого я ломаю пополам вот такие дубовые бруски. Довожу излом вручную до того вида, который пригоден для заливки смолой, и сооружаю опалубку. Изначально я решил использовать стекло, так как оно осталось после предыдущего ролика, в котором мы делали краш-тест эпоксидки. И для того, чтобы добро не пропадало, решил применить его. Но в дальнейшем пришлось немного изменить композицию и пришлось сделать новую опалубку. На этот раз уже из бруска, проклеенного скотчем. После того, как первый слой схватился, я раскладываю щепки, тем самым усиливая эффект излома дерева. А когда эти щепки уже прилипли к первому слою, заливаю второй, финальный слой. Пока смола сохнет, занимаемся каркасом для подлокотников. Он также будет сделан из дуба. При помощи торцовки я делаю выборку. А вот самый приятный момент в этой операции. Особенно рекомендую. Затем доводим выборку всеми подручными способами, а конкретно циркуляркой и фрезером.
А когда соединение готово, засверливаю отверстие, немного со смещением по отношению ко второму, для того чтобы шкант в итоге стянул две детали друг к другу. Просто, хитро и эффективно. Всем советую такой способ. Шканты напиливаю японской пилой с запасом и немного обрабатываю наждачкой, для того чтобы легче входили. Это важно, учитывая, что отверстия сделаны немного со смещением. Все соединения хорошенько промазываю клеем. А затем собираем конструктор и фиксируем уже этими нашумевшими шкантами. И для идеального соединения стягиваем детали струбцинами. После того, как клей высох, срезаем все лишнее японской пилой. Подрезаем ручным рубанком и доводим заготовки шлифмашинкой до идеального состояния. А к тому времени смола высохла, и мы принимаемся за ее обработку. Снимаем опалубку, и в итоге мы имеем вот такую заготовку, которая и без полировки довольно прозрачная, как вы и я можете видеть. Пропускаю ее через рейсмус. Затем распиливаю пополам, так как в этой заготовке залито две отдельные детали, поэтому мы их и разделяем. После чего на ЧПУ делаем выборку и вырезаем общую форму подлокотников. Итак, подлокотники есть, теперь осталось соединить их с каркасом. Для этого я кладу кондуктор и высверливаю отверстия в определенных местах. Таким образом, соединить эти детали без промаха будет намного проще. Но перед тем, как это сделать, я покрываю морилкой деревянную часть подлокотника. Морилка темного цвета, и это сделает излом более контрастным. После того, как морилка впиталась в дерево и высохла, я убираю ее со смолы при помощи скотч-брайта. Делается это быстро и просто, так как смола не впитывает в себя морилку, в отличие от дерева. Каркас я также покрыл темной морилкой, а финальный слой пропитал маслом. Я не смог найти ответ на вопрос, можно ли так делать, поэтому решил ответить на этот вопрос самостоятельно. В итоге, после того, как масло высохло, все выглядит отлично и морилка не оставляет следов, так что эксперимент удался. Затем два этих элемента соединяю при помощи эпоксидки, вот таким образом. А пока эпоксидка сохнет, займемся обивкой. Сперва прибиваю эластичную мебельную ленту, в простонародье ее называют резинкой. Слегка натягиваю ее и перекрещиваю полосу за полосой. После чего наношу клей из спрея. Очень удобная штука, особенно если занимаешься обивкой пару раз в год. Для конвейерного производства, конечно же, это выйдет дороговато. И уже на клей кладу поролон. Обрезаю все лишнее по форме. А тут я немного ошибся с размером, заодно и проверил, насколько же хорошо держится клей. Так вот, держится хорошо. Поскольку поролона толщиной в 7 см у меня не было, я решил этот вопрос, сложив 2 + 5 при помощи клея. И опять обрезаю все лишнее. Предпоследний слой – это синтепон. Он сглаживает углы, и форма в целом становится приятней. На него уже я накидываю чехол, который заранее заказал у швеи, и натягиваю его при помощи степлера. Теперь осталось отдекорировать поверхность пуговицами. Тут вы, наверное, спросите, а почему они становятся желтого цвета? Я нашел такое цветовое решение в сети, мне оно понравилось, и я решил не придумывать велосипед. В местах пересечения швов, вернее немного рядом с ними, я протягиваю нитку и креплю пуговицы с обратной стороны. В итоге вот что получилось.
Наконец переходим к сборке всей конструкции. Тут особых сложностей нету, так как кресло уже было собрано, а новые детали делались по шаблону старых, я имею в виду подлокотники. В целом я доволен результатом. Совсем за недорого у нас вышло вот такое кресло. А если вы досмотрели ролик до этого момента, скорее всего, вы внимательно следите за каналом, и у меня плохие новости. Вы знаете, что главным героем канала был мой помощник. Моя собака, немецкий дог по имени Сет. Так вот, это последнее видео с его участием. Он прожил 9 лет, и больше его нет. Этот ролик посвящается ему, а вы берегите себя и своих близких.